Но подобно тому, как театр начинается с вешалки, Непал начинается с Катманду, а Катманду начинается со ступы Боднатх. Если вы устали от городской суеты Катманду и наблюдение за индуистским обрядом похорон вас тоже не привлекает, вы можете провести время вот в этих замечательных садах, которые называются Dream Garden и расположены в самом центре города. Жизнь пронесется, как одно мгновение. Ее цени, в ней черпай наслаждение. Как проведешь ее, так и пройдет. Не забывай, она твое творенье. Коль день прошел, о нем не вспоминай. При днем грядущем в страхе не стенай. О будущем и прошлом не печалься. Сегодняшнему счастью цену знай. Коль можешь, не тужи о времени бегущем. Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим. Сокровища свои потрать, пока ты жив. Ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим. Не бойся козней времени бегущего, не вечны наши беды в круге сущего. Миг, данный нам, в веселье проведи. Не плачь о прошлом, не страшись грядущего. У меня предложение рвануть в Катманду, в самую гущу Тамиля. Катманду – удивительный город, который впечатлил и покорил меня с первого взгляда. Да, здесь нет красивой архитектуры, а куча свисающих проводов, смотанных в большие клубки, наподобие гигантской паутины, напомнили мне о Бухаресте. Хаотично развешанные рекламные вывески и стихийное уличное движение в первые минуты приводят новичка-туриста в замешательство. Так чем же покорил тогда меня город, спросите вы? И я отвечу: своей динамичной уличной жизнью, своими людьми, такими открытыми, позитивными и дружелюбными, и, конечно же, немножечко хитрыми. Буквально на каждом шагу можно встретить лавку продавца арбузов и всевозможных экзотических фруктов в виде маленького столика, размещенного прямо на сиденье велосипеда. Вам с радостью предложат что-нибудь попробовать или выпить освежительного лимонаду или свежевыжатого сока, который выжмут прямо при вас услужливые продавцы. Соглашаться или нет, выбор, конечно же, за вами. Подумайте несколько раз, особенно если вы не обладаете стойким иммунитетом к местной микрофлоре. Настоящие непальцы, а именно они и торгуют на улицах Катманду, часто перекусывают на ходу в таких вот уличных заведениях. Выглядит все это очень аппетитно, пахнет вкусно, а запахи тут, я вам скажу, наполнены разнообразными специями и пряностями.
Передвигаться по городу я советую на такси, поскольку тут очень легко заблудиться, а сам город настолько большой, что от одной достопримечательности до другой идти можно достаточно долго. Для туриста время имеет гораздо большую ценность, чем для местного населения. Однако с таксистами и велорикшами надо торговаться. Как минимум скидку в 200 рупий вам сделают обязательно. Люди здесь очень дружелюбные, позитивные, они всегда готовы позировать и улыбаться на камеру, и кажется, что это доставляет им истинное удовольствие. В Катманду огромное количество сувенирных лавок, торгующих от классических поющих чаш до всевозможных ювелирных украшений и статуэток. К слову сказать, сувениры здесь местного производства, а не made in China. Покупать их имеет смысл именно в Катманду, так как в столице они самые дешевые, а вот на треке, напротив, стоят значительно дороже, не считая того, что их придется еще и тащить в своем рюкзаке обратно до города. Особо стоит отметить уличное движение. Про азиатский хаос на дорогах только ленивый не рассказывал. Поразило меня здесь другое. Эти узенькие улочки, полные прогуливающихся людей, сувенирных лавок и припаркованных мотоциклов и велорикш, через которые умудряются пробиваться автомобилисты. Но никакого негатива или типичной для русских людей ругани из серии «Куда ты прешь, корова?» Ничего подобного я не слышал. Мой водитель был сосредоточен, но абсолютно спокоен. Вот он, настоящий профи. В Катманду очень популярны мопеды. Оказывается, городские власти ввели даже специальный налог на автомобили. Чтобы купить машину, нужно заплатить аж 400% от ее стоимости. Не слабо, правда? Таким нехитрым способом здесь пытаются разгрузить уличные дороги, и мне кажется, что нам надо взять непальский опыт на вооружение. К слову, местное население умеет обходиться даже велосипедами, когда необходимо перевезти большое количество груза из одного места в другое. Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Катманду очень пыльный город. В предыдущем видео я упоминал про муар, который стоит над городом и особенно хорошо заметен в утреннее время. Поэтому многие жители ходят по городским улицам в санитарных масках. В тот день меня терзал сильный кашель из-за простуды, и я могу сказать, что после того, как я покинул город, мне стало значительно легче. В Катманду вам не дадут скучать, и вы никогда не будете одиноки. How your name? My name is Ismita. You live in Kathmandu? Yeah. Very good. You like this city? Yeah. My name is Alexey. I am from Russia, Moscow. How you watch? Huh? How you watch? Very much. Вам непременно предложат купить на улице какую-нибудь безделушку, которая будет стоить 200 или 300 рупий, а продавец при этом заведет с вами дружескую беседу или даже сыграет вам на музыкальном инструменте, который затем предложит купить. В Катманду проживает без малого 2 миллиона человек. Плотность населения составляет 50 тысяч человек на квадратный километр. Огромное число людей занято здесь прямо или косвенно в сфере туризма. В Тамиле почти каждый второй магазин торгует снаряжением для трекинга и альпинизма. Так что если вы что-то забудете или не захотите везти это в Непал, вы сможете купить это в Катманду. Кстати, о трекинге. Пожалуй, пора приступить к рассказу о нем. Наше путешествие начинается с переезда в западный регион Непала, в Покхару. Несмотря на то, что Непал кажется таким маленьким, когда смотришь на карту мира, особенно когда сравниваешь его с огромнейшей Индией, переезд даже до Покхары, которая находится в центральном регионе страны, занимает около 8 часов. Отсюда мы планируем пересесть на внедорожники и добраться до Беретхани.
Именно там и пролегает условная граница между величественными Гималаями и цивилизацией в виде дорог и уютных гостиниц. С 7 утра. Почти никто не выспался после ночных перелетов. По пути Кирилл завез нас в местное придорожное кафе. Здесь варят кофе на газу, готовят картошку со специями и рис с мясом. Такой вкусной еды, я вам скажу, мне давно есть не доводилось. Может быть, в этом кафе работает талантливый повар, а быть может, сказывается свежий воздух и то, что не ел уже около суток. Члены группы с интересом присматриваются друг к другу. Это в конце трекинга все они станут лучшими друзьями друг для друга, а пока что взгляд оценивающий и полный любопытства. Опять за окном проносятся виды простого непальского быта, но на этот раз ехать уже гораздо веселее. Вы думали, что пробки бывают только в Москве или в Петербурге? Разочарую вас. Иногда они случаются и на трассах в Непале. Причем пробки на шоссе на Покхару – это обычное дело. Как он это сделал? Ну, когда я не Еще через пару часов после заезда в Покхару мы наконец-то добираемся до Беретхани. Уже вечереет, горы совсем рядом. Пейзажи вызывают восторг, но это даже не цветочки, потому что впереди будет еще красивее. Намного красивее с каждым новым днем пути. Дальше Беретхани машины уже не едут. Наши портеры с сосредоточенным видом перевязывают рюкзаки. До нашего первого гостевого лоджа нам добираться пешком. Идти где-то час или полтора. Легкая разминка для ног перед предстоящей работой. Кружку никто там не банка. 너 कतिको बनाउने यहाँ आज Мне кажется, что, да, даже не кажется, а устоявшееся есть такое мнение, вот с друзьями, с кем не беседую, все время складывается какая-то вот картинка, что у всех русских людей в голове есть какой-то идеальный образ Востока, такого вот, все называют это Индия, но на самом деле это не Индия, это Непал, потому что в Непале все концентрирование. Время, пространство, оно сжато как-то на очень небольшом участке земли, и Непал — это уникальное место, здесь просто не могло быть вариантов.
Здравствуйте. В это прекрасное весеннее утро мы с вами созерцаем следующую картину. Если абстрагироваться от этих слегка мешающих проводов, то справа налево мы видим вот эту вот гору с двумя зубчиками расщепленную. Она называется Мача-Пуча, что в переводе с непальского обозначает рыбий хвост. Высотой около 7000 метров. Потом чуть левее от нее вершина, которая окажется самая маленькая, но на самом деле она самая высокая из тех, что мы здесь видим. Это Анапурна-3 высотой около 7500 метров. Потом дальше вот идут две вершинки слева. Правая из них это Хинчули 6500. И слева южная Анапурна 7200 метров. Первый раз я попал в Непал в 2010 году. Так случилось, что в тот период мне немножко поднадоела моя прошлая работа, и я уволился, и моя жена одновременно уволилась, и мы поехали путешествовать по Азии, по Юго-Восточной Азии. И это путешествие заняло примерно 7 месяцев. И как раз последней страной, которую мы посетили, оказался Непал. Почему именно Непал? Ну, потому что я до этого уже давно занимался горным туризмом, меня всегда тянуло в горы. Ну и не побывать в Гималаях, путешествие в этом регионе было бы, наверное, просто непростительным, глупым, досадным. И поэтому мы, конечно же, сюда поехали, провели здесь 2 месяца. И вдвоем с женой вот просто посетили несколько треков, прошли несколько маршрутов, пожили некоторое время в Покхаре. К нам присоединились еще мои друзья из Питера. То есть вот так вот мы вчетвером там прошли один маршрут, вдвоем еще парочку. Так вот это все произошло. Очень круто. Очень красивые места, в принципе, даже больше, чем я ожидал. Еще бы. Безумные люди. Азия вообще, я считаю, очень безумная страна. С такими нравами, с такой культурой. Это был волшебный день, полный удивительных открытий. Помимо красивейших видов Анапурны и Мача-Пучари, которые невозможно передать на видео, нас ожидало знакомство с местным населением. Горные жители несколько отличаются от коренного населения долины Катманду, и различие это заметно невооруженным глазом. Люди тут не смотрят на туриста как на ходячий мешок с деньгами. Особенно покорили меня дети. Они очень любопытные, любят фотографироваться и обожают позировать туристам на камеру. Непал – огромная многонациональная страна. Это нам, людям, незнакомым с Непалом, кажется, что тут живут только непальцы. В принципе, так оно и есть, если под непальцами понимать всех жителей этой загадочной страны. Но если рассматривать все этническое многообразие, составляющее население Непала, то выяснится, что этот регион населяет огромное количество различных народов и народностей, среди которых и всем нам хорошо знакомые шерпы. Кстати, шерпы – это не название профессии носильщика, как думают многие, а именно название народности, проживающей в районе Эвереста. Но помимо шерпов, Непал населяют магаты, тибетцы, таманги, дхакли, гурунги. Последние проживают преимущественно именно в районе Покхары. Пожалуй, у каждого народа, который образует страну, в истории есть свой собиратель земель. У гурунгов им стал Притхи-Нараян-Шах. На территории современного Непала было около 47 королевств, которые непрерывно воевали друг с другом, а потом армия Притхи-Нараян-Шаха покорила их все, постепенно, один за другим. Так и появился Непал. А его первый король и был родом из гурунгов. Трудно поверить, что предки таких милых и улыбчивых людей в недавнем прошлом прославились как страшные и смертоносные войны, один вид которых наводил ужас на противников. Я тогда хотела Ну вот. убедить кого-то в чем-то. Зачем? Что, я? Нет, это бесполезно. Да у меня этикеточка сзади. Я так подумал. Надо, наверное, чай попить горячий. Вот что надо сделать.
Ты думаешь? Да, я тоже думаю, что это... Передохнув на остановке в одном из лоджий, расположенных на трекинговом маршруте, мы отправляемся дальше. Теперь наш путь пролегает через красивейший лес, раскинувшийся на холмистом склоне перевала. Наша дорога пролегает до Чамронга, деревни, в которой мы рассчитываем пообедать и переночевать. Почему именно Непал? На самом деле, моя жена Тая давно хотела поехать в Непал. А я в свои студенческие годы немного занимался скалолазанием. Так что в целом идея мне нравилась. И вот мы решили воспользоваться весенними каникулами. К тому же все успешно совпало с нашим расписанием. Итак, мы решили поехать в этом году с группой Кирилла. Так мы и оказались в Непале. С одной стороны, эта поездка для меня оказалась проверкой на прочность. Я не был готов физически, но хуже того, я не был готов ментально. Это было настоящим открытием. Я был вынужден выкладываться на пределе и понял, что я не хотел этого. Я осознаю ограничения в своем физическом развитии. Но что касается ментального уровня, я испытал множество невероятных эмоций, некоторые из которых были довольно мрачными. Я чувствовал, что горы не для меня. Ко мне они не гостеприимны. Мне казалось, что их нужно оставить в покое. Я не ощущал причастности. Но в другие моменты я наслаждался красотой. Горы были завораживающими, просто ошеломительными. Масштабы в Непале совершенно иные. Я был во многих горных районах Турции, но Гималаи — это абсолютно все по-другому. В общем, можно сказать, что это было сочетанием красоты и ужаса. Иногда мне казалось, что я не могу дышать, как будто это для меня чересчур, а горы были слишком могущественными. И мне казалось, что я хочу уйти. Но я выдержал, я продолжал. Я напрягал все свои физические и умственные силы, и я рад, что сделал это, поскольку это на многое открыло мне глаза. Это был по-настоящему ценный опыт. Понять, что я могу и чем я хочу заниматься по жизни. В общем, можно уверенно сказать, что человек, начавший путь, и человек, окончивший его, в каком-то плане это были два разных человека. Я многое о себе узнал в этом путешествии. Китайская.